Мясо, рыба или. Как раз про это или, про источник белка и выборы в сегодняшний мой ролик. С вами я, клинический психолог, кинезиолог Николай Соловьев. Давайте поговорим об этих вещах с точки зрения практики. С точки зрения здравого смысла, и каждый из вас делает самостоятельный выбор, нужно ли ему в жизни это как источник белка. Потому что мы все-таки здесь на моей страничке говорим об осознанном поведении, в том числе и пищевом, об осознанном социальном поведении, ну и правильных привычках. Итак, мясо. Мясо птицы, мясо животных. Почему его нет в моем рационе? Почему я его в свое время исключил и нисколько об этом не жалею? По одной простой причине, что флора, которая у нас должна находиться в кишечнике, чтобы это мясо переварить, должна быть первой, какой? Правильно, патогенной, то есть гнилостной флорой. Второе, абсолютно не равно поступление животного белка в наш организм и белка, который усвоит организм, соответственно, наш. Почему? Мы не идентично устроены, и для того, чтобы получить качественный белок для собственного развития, наш организм сначала должен развалить практически на составляющие аминокислоты тот животный белок, который мы получили, применить при этом гнилостную флору, закислить организм, и только потом он может использовать эти ингредиенты, аминокислоты для строения нужного нам белка. Но представьте при этом, сколько мусора остается в нашем организме. От гнилостной флоры до закисления, ну и ряда других проблем. Конечно, мне хочется здесь еще сказать и о эмоциональной составляющей, либо духовной составляющей этого дела. Потому что сложно представить разумного человека, который готов съесть животное, либо птицу, которую он вчера еще любил, сегодня убил, теперь готов съесть. Представьте, какое количество патогенных гормонов при этом испытало то животное или птица, которую вы готовы употребить в пищу. Это все попадет в вас. И организму тоже придется с этим как-то бороться. Рыба, морепродукты, кальмары, устрицы, креветки. Многие из нас это очень сильно любят. Ничего плохого в этом нет, хороший источник белка, особенно рыба северных широт, но есть одно большое но. Все наши моря, а тем более реки, превращены нами же в сточную канаву. Нравится нам или нет, но это так и есть. Соответственно, то количество паразитоза, которое переносит рыба, если мы при этом говорим особенно о таких реках и бассейнах, этих рек, как Обь, Енисей, Амур, то это прежде всего природный источник эпистархоза, калонархоза. Этими паразитами заражена практически вся рыба. Хищник это или белая рыба, тем более карповая, об этом даже говорить не приходится. Посмотрите цифры местных Минздравов, и вы поймете, что официальная статистика говорит, что примерно 70% людей подвержены этому недугу, такому как паразитоз, эпистархоз, калонархоз, и он довольно сложно выводится из организма. Как с этим бороться, я рассказывал в своих роликах. Посмотрите, какие природные горечи стоит употреблять. Но сегодня не об этом. Мой выбор очевиден. То есть рыба тоже не попадает на мой стол в виде каких-то составляющих пищевого рациона, именно потому, что огромная нагрузка именно паразитозом. Если вы мне зададите вопрос о морской рыбе, то, знаете, мой ответ не сильно будет отличаться от того, что я сказал только что. Потому что те моря и океаны, в которых все это вводится, превращены человеком в точно такую же сточную канаву, как наши внутренние воды. И ровно это же мы потом поглощаем, когда садимся за стол. Если говорим о таких вещах и таких живых существах, как креветка, устрица, кальмар, вспомните, чем все это питается. Практически отбросами, да, то есть утилизируя ту часть живых организмов, которая перешла, скажем так, в другое измерение только в море. Соответственно, скажем по-русски, канализации. Готовы ли вы это кушать? Самая ли лучшая это еда, особенно при садковом разведении что рыбы, что морепродуктов? Ну, знаете, вопрос такой, наверное, на любителя. Каждый решит его сам. Ну а теперь перейдем к такому слову, как «или».
это как раз про те растения, которые вокруг нас. Тот растительный мир, который может быть замечательным источником белка. Тех незаменимых аминокислот, которые всем говорят, что только из мяса, только из рыбы можно все это получать. Друзья мои, этим богаты растения. Растения, которые вокруг нас. И вот как раз эти аминокислоты очень легко усваиваются нашим организмом, выстраиваются в определенные пищевые цепочки, встраиваются и являются основой для строения нашего организма в повседневной жизни. Это зеленые салаты, это различные орехи, это свежедавленные масла, да многое что еще. И могу сказать так, что меню, которое человек при этом может употребить в пищу, гораздо шире, гораздо богаче, чем пресловутое мясо и рыба. Поэтому делайте свой выбор осознанно. Мне будут интересны ваши комментарии. На чем основан ваш выбор? Что вы выбираете? Мясо, рыба или? Свой выбор я сказал, мне интересен ваш. Подписывайтесь на мой канал, мы сможем здесь дискутировать, обмениваться мыслями и просто пообщаться. Благодарю вас.